Смарт-часы, которые оснащены большим экраном, имеют приятный дизайн, легкие материалы, поддержку более 100 видов тренировок, защиту от воды класса 5 атмосфер, 12-дневное время автономной работы, постоянный мониторинг пульса, измерение СПО2, кислорода, мониторинг сна и уровня стресса и поддержку фирменного приложения. Обо всем этом и не только заявляет сам производитель в рекламе к смарт-часам под названием Redmi Watch 3 Active. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам расскажу. Распаковка. Поставляются эти смарт-часы в белой коробке из плотного картона. На ней есть название и изображение модели, а также, разумеется, краткая информация. Упаковка максимально стандартная. В комплекте мы имеем сами смарт-часы с ремешком, документацию и зарядное устройство с 2 пинами. Весят умные часы 42 грамма. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого еще сейчас Honor Magic 5 Ultimate смартфон разыгрывается, условия в описании. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылке в описании. Там много всего полезного. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Не забудьте подписаться, кстати, на этот YouTube канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Перейдем же к смарт-часам. Поставляются 3 Active черной и серой расцветки, но вот ремешков на выбор более чем достаточно. Дизайн устройства практически такой же, как дизайн у Redmi Watch 3, но 3 Active слегка больше по размеру. Выглядят смарт-часы неплохо. Большая часть корпуса выполнена из матовой пластмассы, а средняя рамка металлическая и глянцевая по покрытию. Сборка хорошая, материалы тактильно неплохие, но глянцевая часть довольно маркая. Ремешок быстросъемный, выполнен из TPU, крепление стандартное. Другой ремешок закрепить, разумеется, можно. Застежка, как у яблочных часов, во всяком случае в стоке. Охват запястья 135 мм до 200 мм, при носке 3 Active не ощущаются, спать в них комфортно, что хорошо. Ремешок не натирает, а запястье под ним не потеет. На корпусе расположили краткую информацию, 2 контакта для зарядки, датчики мониторинга здоровья, микрофон и динамик. Пульс у воздуха, как и кислород в крови, они не нащупывают. Пульс измеряется в авторежиме и в авторежиме с выбором периодичности измерения. SPO2 работает в автоматическом режиме, уровень стресса измеряется только в ручном режиме. Разумеется, вручную измерять SPO2 и пульс можно. Результаты измерений приближены к реальным, в целом к мониторингу здоровья претензий особых нет. Сон, как и все фазы сна, мониторится корректно. Графики на смарт-часах отображаются информативно, ко всему можно настроить мониторинг здоровья прямо со смарт-часов. Из полезного на борту также есть напоминание размяться, спящий режим, режим не беспокоит, дыхательные тренировки и отслеживание целей дневной активности. На корпусе, помимо уже перечисленного выше, расположили механическую кнопку для перехода в меню или возврата, включение-выключение, перезагрузка устройства. А тройным нажатием совершать экстренный вызов по указанному номеру в приложении тоже можно. Летим дальше. С фронтальной части находится у нас ЖК-дисплей на 1,83 дюйма с разрешением 240 на 280 пикселей и 2,5D стеклом. Рамки в наличии, они небольшие, но вот подбородок, разумеется, совсем не маленький. Экран имеет слегка закругленные края, скроллинг не плавный, анимации немного. Работает интерфейс довольно шустро. Ничего не подвисает и не фризит. Интерфейс на русском языке с читабельным шрифтом. Цветопередача не сказал бы, что прям насыщенная. Максимальная яркость 450 нит. При прямом попадании света на экран с максимальной яркостью в солнечный день яркости слегка не хватает все-таки. Автояркости на борту нет. Яркость регулируется ползунком. Always on Display на борту отсутствует. Время до отключения экрана максимум 5 минут, чего более чем достаточно. Активация экрана при поднятии запястья срабатывает стабильно хорошо, но не сказал бы, что очень быстро. Включать двойным тапом экран можно, как и выключать, накрыв ладонью. Установить пароль на смарт-часы также можно, как и синхронизировать режим «Не беспокоить» со смартфоном. По свайпам с главного экрана сверху вниз уведомления, снизу вверх панель быстрого доступа, в которой есть фонарик, продувка динамика, включение энергосберегающего режима и так далее. Слева направо и наоборот виджеты, которые можно настроить под себя, как и меню. Удобно, что виджеты разбиты по ячейкам, и на одном экране может находиться до 4 приложений. Меню имеет 2 стиля отображения, в нем есть тренировки, записи тренировок, активность, измерение пульса, SPO2, мониторинг сна, уровня стресса, погода с подробной информацией, события, контакты, которые можно добавить через приложение, можно добавить до 10 контактов, вызовы, музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Загружать на сами смарт-часы музыку возможности нет. Далее есть Bluetooth, кнопка для удаленной фотосъемки с таймером в 3,5 секунд. Работает это дело, кстати, корректно. Поиск телефона, будильник можно завести прямо со смарт-часов, таймер и секундомер без возможности работать в фоновом режиме. В настройках можно регулировать громкость, настроить силу вибраций. К слову,
мотор на удивление неплохой. Летим дальше. Bluetooth здесь версии 5.3, связь со смартфоном. Устройство держит стабильно. Уведомления об отключении как функция на борту есть, но уведомления приходят только тогда, когда смарт-часы подключаются к смартфону, а не когда отключаются. Подключить нагрудный датчик нельзя, как и беспроводные наушники. Тренировок на борту достаточно, а вот отслеживания плавания нет. Ко всему нет встроенного GPS. Во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером. При входящем звонке нам предоставили возможность сбрасывать вызовы или отвечать на него, так как присутствует функция Bluetooth звонков. Разговаривать через смарт-часы возможно, но не сказал бы, что динамика и микрофон отрабатывают лучшим образом. В целом, для коротких разговоров их хватает. Быстрых ответов на звонки и уведомления нет. Уведомления приходят моментально, отвечать на них нельзя. Иконки отображаются. Длинные уведомления нужно дочитывать на смартфоне. Далее, емкость аккумулятора 289 мАч. Полный цикл зарядки занимает до 2 часов. В обыкновенном сценарии использования они прожили у меня 7 суток. Далее, водонепроницаемость, разумеется, 5 атмосфер. Я тестировал их на утопление. По итогу с ними все в порядке. Функционал рабочий. Купаться вместе с ними можно, как и плавать, но не в соленой воде. И в баню, разумеется, я тоже не советую ходить. Приложение Mi Fitness. Приложение есть 4 вкладки: здоровье, тренировка, устройство и профиль. На стартовой странице со смарт-часами мы имеем заряд в процентах, что удобно, галерею с циферблатами, которых достаточно, ко всему можно установить любую фотографию на заставку. Далее есть стандартные настройки и обновление прошивки. Мне оно уже, кстати, прилетало. Минусы — это бесполезная функция уведомления при отключении устройства, нет возможности отвечать на уведомления, нет автояркости, нет Always on Display, это плохо, нет GPS, да и в целом минусов более чем достаточно. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много адекватных цен, телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Всем, кто оставит любой комментарий под этим роликом, знайте, вы помогаете проекту, так же, как и те, кто посмотрел данный ролик. Огромное спасибо за просмотр. Резюмирую, умные часы Redmi Watch 3 Active — хороший выбор, только если рассматривать за ту стоимость, за которую я их приобрел. Если говорить о модели в целом, то она сильно урезана по сравнению с Redmi Watch 3. Более лайтовая версия, так скажем. В принципе, вместо слова light они просто написали актив. От меня девайсу все равно, учитывая стоимость и функционал, да. Еще раз огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.